Когда Саше было 8 лет, супруги Ковалевы решили взять ребенка из детского дома. Они уже имели двоих своих детей, дочь Веру и сына Максима. «Пусть у нас будет трое», — говорили они знакомым. Но на деле все оказалось совсем не так. С первых дней Саша почувствовал разницу. Когда Вера или Максим просили что-то, родители сразу улыбались и выполняли просьбу. Когда просил Саша, чаще всего слышалось: «Ты же у нас старший, потерпи». Ему поручали самую тяжелую работу по дому – мыть полы, выносить мусор, помогать на огороде. Пока родные дети гуляли или играли в компьютере, Саша часто оставался помогать. Он старался изо всех сил, хотел, чтобы его полюбили. Но любовь не приходила. На дни рождения ему дарили скромные подарки, а Вере и Максиму – дорогие. Когда Саша получал тройку, его ругали строго. Когда двойку получал Максим, ему говорили: «Ничего страшного, сынок». Мальчик все видел и все понимал. По ночам он часто плакал в подушку, стараясь сделать это тихо, чтобы никто не услышал. Так прошли годы. Саша окончил школу с хорошими оценками, поступил в университет и уехал в другой город. Он почти не приезжал домой, чувствовал, что там ему не рады. Родители иногда звонили, но разговоры были короткими и формальными. А потом жизнь начала показывать свое зеркало. Вера после института вышла замуж и уехала в другую страну. Сначала звонила часто, потом все реже. Сейчас она может не выходить на связь месяцами. Максим вообще пошел по кривой дорожке, бросил учебу, попадал в неприятные истории и теперь просит у родителей деньги, а когда ему отказывают, кричит и бросает трубку. А Саша стал совсем другим человеком. Он окончил университет с красным дипломом, открыл свое небольшое строительное дело, которое со временем выросло в солидную компанию. Женился, родил двоих детей. И самое главное, он никогда не забывал тех, кто когда-то дал ему шанс, пусть и неискренний. Когда Ковалевым стало тяжело, отец попал в больницу, а мать уже не справлялась одна. Именно Саша приехал первым. Он оплатил лечение, привез продукты, нанял сиделку. Приезжал каждые выходные. Ни разу не упрекнул их. Однажды вечером, когда мать сидела на кухне и плакала, она сказала мужу: «Помнишь, как мы думали, что Саша нам не родной, а теперь наши родные дети нас бросили, а он приезжает, помогает, звонит. Как так получилось?» Отец долго молчал, а потом тихо ответил: «Мы сами виноваты. Мы думали, что кровь – это главное, а оказалось, что любовь и благодарность важнее». Сегодня Саша уже взрослый, успешный мужчина. Он не держит зла на приемных родителей. Но когда его спрашивают, как правильно воспитывать приемных детей, он всегда говорит одно и то же: если вы берете ребенка из детского дома, а у вас уже есть свои дети, дарите им одинаковую любовь. Не делите на своих и чужих, потому что дети все чувствуют. И однажды жизнь обязательно покажет, кто на самом деле был вам настоящим ребенком.